Друзья, меня просили рассказать про то, как квасить весеннюю крапиву. Сейчас в мае она самая сочная и вот с такими не толстыми стеблями, поэтому она идеально подходит для того, чтобы заготовить ее на зиму. Заготавливать мы будем необычным способом, я вам расскажу про разные варианты. Именно сейчас стоит отправиться в лес и набрать ее в экологически чистом месте для того, чтобы сохранить всю пользу и витамины для долгой зимы. Мы будем ее квасить, будем солить, и я расскажу вам про преимущества всех способов. Но для начала нам нужно ее собрать. Я знаю, что многие боятся собирать крапиву голыми руками и делают это в перчатках. На самом же деле в этом нет ничего страшного, даже небольшие полученные, ну так скажем, неудобства от сбора крапивы в такое время года не доставят вам особых неприятных ощущений. Я срезаю, точнее срываю вот такие вот 2-3 розеточки вместе со стеблем. Я не тяну за стебель, чтобы не вырвать крапиву с корнем. Вот собираю вот такие вот небольшие розеточки. Нам потребуется около килограмма крапивы вот в таком вот виде. Стебли еще очень сочные, поэтому квасить и солить мы будем крапиву вместе с молодыми стеблями. Собственно, моя корзиночка крапивы. С моими руками ничего не случилось, ну, немножко пощипывает, но не более того. Если вдруг вы хотите заквасить крапиву не просто в чистом виде, а добавить туда немножко щавеля, прекрасно для этой цели подойдет вот такой вот полевой щавель. Он кисленький, вкусный и очень полезный. Я, пожалуй, немножко в корзиночку добавлю, процентов, наверное, 10-15 щавеля. Так у меня быстрее заквасится крапива и будет вкусная заправка для зеленых щей. Вот, собственно, и щавель, за которым я охотилась. Такой он уже, видите, довольно большой, но еще сочные вот эти вот стебелечки довольно сочные. Поэтому я его прям целиком вот так срываю и прямо в крапиву сюда отправляю. С щавелем будет, на мой взгляд, вкуснее. Мне нравится именно такая заготовка. Поэтому срываем молодые листочки для того, чтобы их добавить в крапивную массу. Ну вот видите, ничего с моими руками не стало, даже не покраснели. Крапива никак мне не повредила. Она же еще нежная, весенняя, поэтому не бойтесь. Ну все, у меня полная корзиночка. Наверное, около килограмма здесь зелени. Выглянуло солнышко, смотрите, какое яркое. Пойдем мы квасить. После того, как мы принесли нашу зелень из леса, ее нужно как следует промыть. Если у вас вот такая вот плетеная корзинка, то можно сделать это прямо в корзинке. В корзинке от этого будет только лучше. Промываем проточной водой как следует. И выкладываем на полотенце, проверяя, чтобы не было никакого мусора на ней прилипшего на крапиве. Я здесь подготовила льняное полотенце, и я сейчас всю зелень буду выкладывать. Буду еще промывать в процессе выкладывания, осматривать листочки. И мне нужно, чтобы зелень немножко обсохла, чуть-чуть. Зелень сочная, свежая, поэтому сильно сушить я ее не буду, для того, чтобы в ней остался сок. Запах потрясающий. Берем небольшие пучки зелени. Можно щавель вперемешку с крапивой брать, лишнюю влагу стряхиваем и начинаем нарезать. Режем вместе с палочками, потому что после ферментации и квашения палочки станут тоже очень мягкими. Поэтому режем
так, чтобы можно было эту заготовку класть в суп. Если будем очень большими кусками резать, тогда получится, что в супе плавают огромные листья крапивы. Поэтому измельчаем так, чтобы пользоваться этой заготовкой можно было сразу. Вот в таком виде отправляем в миску. Вот у меня получилась миска. Здесь ровно 400 грамм зелени. Я ее взвесила на весах. И на 400 грамм зелени мне нужно будет добавить ровно 20 грамм обычной вот такой вот каменной белой соли. Но прежде чем я буду добавлять соль, нужно эту зелень как следует промять. Если у вас небольшая миска, как у меня, можно отправить зелень на поднос и на большом пространстве уже как следует размять зелень. А потом уже разминать ее мы будем с солью. Вот до такого состояния примерно нужно довести крапиву, чтобы она была влажная и полностью промятая. Теперь добавляем соль. Я здесь отмерила 20 грамм. Добавляем. И тоже как следует разминаем, чтобы соль помогла крапиве выпустить сок. Видите, как крапива сразу выделяет сок, если добавить соли. Этот сок нам как раз таки и нужен. Сейчас мы будем утрамбовывать нашу крапиву с солью, утрамбовывать в банку. Вот получается, в банке у меня 400 грамм крапивы. Надо заполнить ее целиком, чтобы она была под кромочку. Значит, мне нужно еще как минимум 500 грамм. Наверное, около 900 грамм будет вот в этой баночке. Посмотрите, какого цвета насыщенного сок и как его много. Мы не наливали сюда рассол, это только травяной сок. Периодически в процессе квашения нужно крапиву протыкать деревянной палочкой и немножко приминать снова, для того, чтобы квашение проходило во всем объеме баночки. Вот такая баночка крапивы у меня получилась. Здесь ровно килограмм на 1 литр. На килограмм крапивы 50 грамм соли. Теперь нам осталось эту баночку лишь закрыть крышкой, но не плотно, вот так вот, оставляя место для выхода воздуха. И оставить ее в теплом месте на 3 суток, пока идет процесс квашения. Желательно, чтобы на крапиву попадали солнечные лучи, так процесс квашения пойдет быстрее. Если же вы не хотите именно проходить стадию квашения, можно поставить эту баночку в холодильник, и соленая крапива для зимних таких вот свежих щей у вас будет всегда под рукой. На самом деле килограмм крапивы это много, и хватит ее прям не на один раз. Я думаю, что на несколько месяцев такой баночки хватит. Заготавливать крапиву нужно именно в мае, потому что сейчас она максимально полезная и максимально вкусная. Ну и не ждется так сильно, как летом. Поэтому делайте с удовольствием. Пусть этот рецепт вам пригодится.